Здравствуйте, мои дорогие друзья, բարև ձեզ հայերջան, բոլորին ողջունում եմ։ Մյուս անգամ մենք արդեն սկսել ենք անել համ ռուսերեն, համ հայերեն։ Հիմա մենք պատրաստում ենք անել եւ անգլերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն։ Հիմա տարբեր գործեր ագնում այդ ուղղությամբ վրա, բայց սկսենք. Итак, я просто предупредил моих соотечественников, что скоро это будет выходить и на армянском языке, и на других языках разных. Мы будем осуществлять наш проект. Сегодня мы посвящаем наше событие агрессии, нечеловеческой агрессии против Исламской Республики Иран. Прежде всего я хочу выразить соболезнования родным и близким погибшим, нашу солидарность с иранским народом против нечеловеческой атаки в отношении Исламской Республики Иран. И мы душой и сердцем сопереживаем с иранским народом. К сожалению, Армения не в той ситуации, не обладает таким могуществом, чтобы оказать военную или любую другую помощь Ирану. Но это вопрос будущего. И к этому мы еще вернемся и не раз поговорим. Итак, на наших с вами глазах совершается чудовищное нападение, где попираются международные права и правила в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Против Исламской Республики Иран совершена агрессия, в результате которой есть убитые и раненые, в том числе и дети. В одной из школ было убито более 160 иранских девочек. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу. В этой ситуации мир оказался сторонним наблюдателем, как на их глазах два шизофреника, Трамп и Нетаньяху, решили, что им можно напасть на суверенную страну, Исламскую Республику Иран. Только потому, что в их больных головах кажется, что Иран чем-то им угрожает. Хотя в реальности угрозой является сам Израиль и Соединенные Штаты. В результате этих действий уже есть убитые и раненые среди граждан Израиля. Нетаньяху для того, чтобы отвлечь от себя внимание негодованием людей, его полным провалом 7 октября 2023 года, где он искусственно создал ситуацию, при которой, возможно, оказалось нападение Хамаса на территорию Израиля, я не верю, что при такой мощнейшей разведке, как израильская, 7 октября 2023 года, при такой контрразведке, как Шапак, при такой разведке политической, как Моссад, они могли, где у всех этих структур есть достаточно серьезные агентурные возможности, сети и другие технические возможности получения информации. И вдруг допускается нападение 7 октября 2023 года. Да? Мы когда видим, что какую операцию они провели на территории Ирана, связанную с беспилотниками, кстати, один в один похожая на ту операцию, которую Украина провела на территории России с этими беспилотниками, КАМАЗами. И так мы понимаем, что прежде чем осуществить такую операцию в Иране, Израиль апробировал это через украинскую военную разведку или СБУ на территории России. И потом уже осуществили эту операцию на территории Ирана, и мы видим, какую операцию они провели с пейджерами. Да? Поэтому говорить о том, что Нетаньяху не знал о нападении 7 октября 2023 года, я не верю. Поскольку общественное мнение против Нетаньяху и оппозиция наступает ему на пятки, были в отношении его уголовные дела, таким узурпаторам власти, как Нетаньяху, необходимо отвлечь внимание от себя и повести народ в другое направление. Но никто в эти трюки там ему не верил, и мы помним, что на протяжении всего времени после нападений, трагических событий, связанных с террористическими актами Хамас, где были убиты
военные и, прежде всего, мирные граждане, где были зверства, убийства, изнасилования, похищения и так далее. Конечно, Израиль имел после этого абсолютно легальное право ответить на это варварство и, более того, стереть с лица земли всю Газу вместе с Хамасом. Такое моральное право государство получает. Так вот, поэтому к чему я это говорю? О том, что я уверен, что Нетаньяху этой войной отвлекает внимание своего общества, но ради сохранения своей собственной власти никакой безопасности это отношение не имеет. Израиль сорвал переговоры между иранцами и Соединенными Штатами. И в результате этого сейчас страдает не только иранские граждане, иранский народ, но и еврейский народ уже опять несет потери убитыми среди гражданского населения, это разрушение и так далее. Безусловно, что Трамп дал зеленый свет позавчера, когда заявил, что было бы хорошо, если бы Израиль первым бы начал войну, удары по Ирану, Иран ему ответит, и мы вступимся. Фактически Трамп призвал Израиль начать первыми, чтобы потом Соединенные Штаты вмешались. В связи с этим я хочу сказать вот что. Трамп является военным преступником, которого необходимо передать в военный трибунал, и его должна знать такая же судьба, как судьба Саддама Хусейна. Только Саддам Хусейн действовал в интересах своего народа, а Трамп действует исключительно в интересах Нетаньяху и еврейского лобби в США. Эта война с Ираном никакого отношения к безопасности мирового порядка или к безопасности самих Соединенных Штатов не имеет никакого отношения. Трамп является преступником, и он сегодня создает на территории Соединенных Штатов фашистский режим в своем лице. Трамп является уголовным преступником. Более того, он нарушил законы Соединенных Штатов Америки, и Верховный суд признал, что Трамп превысил свои полномочия, ввел пошлины. В результате триллионы долларов государство будет обязано возместить импортерам. За это, конечно, Трампа должен будет ждать импичмент, и, скорее всего, он его получит. Трампа будет ждать судебные иски, Трампа будет ждать посадка, и Трамп за все эти триллионы будет отвечать. За все эти триллионы. Итак, что я хочу сейчас сказать. Вернемся, мои дорогие сограждане, к поведению Никола Пашиняна и этой власти. И мы видели с вами о том, как они себя ведут в эти трагические дни. Создали какой-то там, собрали непонятный детский сад из Совета Безопасности, ни одного компетентного человека в знаниях, компетенциях там нету. Мы видели их Совет Безопасности во время войны 2020 года, недееспособный, никаких решений не принимались грамотных и не способствовали тем решениям, чтобы ситуация была переломлена, что в экономическом плане, что в внутриполитическом плане, что во внешнеполитическом плане. Потому что некому это делать сегодня, к сожалению, в Армении. Так вот, давайте сначала посмотрим, чем занимается премьер-министр и какие сигналы он посылает Трампу своим поведением, со своей командой. Давайте посмотрим короткий ролик поеданием пирожков и кукурузы. Хочу отметить, что главное тут еще отметить, с какой скоростью все это поглощается. Это есть психологический портрет. Мы по своей работе изучали не только там, как люди едят, там, как пьют, как пишут, почерк, манера разговаривать, жестикуляция, физиогномика, мимика и так далее. В общем, абсолютно все. Можно составить всегда о человеке психологический портрет. Давайте сейчас вот посмотрим там буквально несколько секунд.
Итак, вот поведение. Это были сигналы Трампу о том, что мы кайфуем, мы все нормально. А это такое поведение не может говорить о том, что глава армянского государства правильно оценивает степень угрозы и вызовов в отношении Республики Армения. Это говорит о том, что это государство непрофессионально, оно действует в интересах исключительно одной страны, двух стран, это сегодня Москвы и Соединенных Штатов. Еще там, возможно, третье это Турция, Азербайджан, там неважно. Но посмотреть, что это какие-то были приняты решения, назвать это агрессией Соединенных Штатов и Израиля, у Никола Пашиняна смелости нет. И не смелости нет, и он так не думает, скорее всего, что это агрессия. Хотя я вам хочу сказать, что это агрессия. В результате этих действий были убиты многочисленное количество детей, что самое страшное. И я хочу задать вопрос американцам, американским людям, американскому населению. Итак, вы считаете, что красная кровь только у детей Соединенных Штатов или Израиля? Вы считаете, что у иранских детей какая-то кровь другого цвета? Там такая же красная кровь и такое же материнское сердце, и дети есть дети. Сегодня вы своей агрессией убили 160 детей в Иране. 160 детей убито. Это было только на вчерашний день. Давайте посмотрим эти страшные кадры, это буквально 10 секунд, в морге, где были собраны тела 160 школьниц, девочек. Иран имеет право ответить тем же самым, нанеся такой же смертельный удар, чтобы страны почувствовали на своей шкуре, что такое материнская боль, что такое терять ребенка. Или вы думаете, материнские сердца, они как-то отличаются от иранских матерей у любых других народов? Вы думаете, как-то это все отличается, что у израильтянки другое сердце, в отличие от иранской матери, или у американцев другое сердце, в отличие от иранцев? Я призываю народ Соединенных Штатов восстать против этой войны, объявить импичмент этому маразматику Трампу. Трамп является фашистом и убийцей мирных граждан в Исламской Республике Иран. Ни от одного снаряда, ни от одного патрона, ни от одних действий Иранской Республики Иран не пострадал ни один гражданин Соединенных Штатов на территории самих Соединенных Штатов. Вы же считаете, что вы можете взять и начать войну против суверенного государства. Это неприемлемо и никогда не может быть приемлемым. Я предлагаю всем странам, которые сегодня так радуются убийствам верховного лидера Ирана Хомейни. Я еще раз хочу сказать, самая уязвимая часть населения на любой войне – это женщины и дети. Они чаще всего страдают и больше всех страдают, и сложнее всех переносят эту войну. Для детей это становится очень серьезной проблемой, они не в состоянии потом выйти из этого состояния, бывает, что десятилетиями. Поэтому я хочу сказать, что то, что затеял Трамп, и то, что затеяли Соединенные Штаты, зарождение нового сатаны в облике Трампа, приведет всех вас, весь мир, к катастрофе и глобальной крови по всему миру. По всему миру. Вы это увидите. Сегодня вы радуетесь чужой смерти, завтра кто-то будет плясать на могилах ваших детей. Бумеранг всегда есть, и он всегда будет. Никто его не отменял. Поэтому я призываю всех консолидироваться. Эта война не только против Ирана, это агрессия против суверенной страны. Своими действиями Трамп уже привел, и своими действиями Америка и Нетаньяху привели к гибели израильтян. Давайте посмотрим, что произошло в Израиле, куда
попала ракета, где укрывались люди. Итак, это небольшой ролик, это 8 секунд. Это место, куда непосредственно был нанесен ответный удар. זה הרס במקלט. מקלט ספג פגיעה ישירה. יש פה מישהו? מישהו פה? Итак, вы видите, что уже со вчерашнего дня и сегодня уже погибают израильтяне. Ради чего? Ради амбиций двух идиотов, Нетаньяху и Трампа. Это ради амбиций. Поверьте, у меня друзья есть в Израиле, я им желаю всем здоровья, мира, чтобы они стали живыми и здоровыми. Но это никакой системе безопасности Израилю абсолютно не имеет никакого отношения. Это амбиции Нетаньяху и Трампа. На этом деле зарабатывают военно-промышленные комплексы Израиля и США. Для них это важно, это деньги. И такие, как Либерман и ему подобные. Это все, опять-таки, в интересах кучки людей. А Нетаньяху нужно спасать свой имидж, рейтинг. Уже Трамп просит, чтобы его не сажали и так далее. Да? Человек с ног до головы коррумпированный. Уже это президент Соединенных Штатов просит, чтобы его не сажали. Куда уже годится. Более того, что делают сами американцы, Соединенные Штаты? Итак, значит, американские военнослужащие в Бахрейне прикрываются мирными жителями. Они прячутся там, где в мирных кварталах жителей в районе Бахрейна. Вот сейчас посмотрим короткий прям буквально ролик, где американские солдаты прячутся за спинами мирных жителей, как последние крысы. Так они и есть крысы, они только действуют за спины, из-под тишка. Я думаю, что если американцы рискнут начать наземную операцию против Ирана, десятки тысяч гробов пойдут в США. Трамп, я думаю, еще перед американским народом и всем миром ответит за свои кровавые преступления. И думаю, что они привыкли пить кровь на озере Эпштейна. И сейчас Эпштейна нету, острова нету, надо напиться как-то крови хотя бы дистанционно. И вот они этой крови жрут и никак не могут остановиться. Итак, поехали. Такова сегодня ситуация. Мои дорогие соотечественники, это не в наших интересах расчленение Ирана и смена иранского режима. В наших интересах, несмотря на то, что Иран нас предал в 2020 году, ударил в спину и не был с нами, хотя наши соседи всегда кричат, а что они должны были за вас воевать, а что русские должны были за вас воевать, извините, за вас завоевала и Турция, за вас воевал и Пакистан, и арабские террористы, и многие-многие другие. Вот за вас они конкретно воевали. Более того, когда мне начинают там соседи о чем-то рассказывать, то возникают очень интересные такие моменты, что я сейчас даже посмотрю, у меня там были записи, если найду сейчас. Сейчас вот точно, ну ладно, тут это даже и не важно, да, где, как и что это было. Сейчас, секунду. Я попробую все-таки найти. Ладно, это я потом. Я сделаю отдельную передачу о всех полевых командиров террористических групп в отрядах туркоманов и Джулиани в Сирии, о том, какое количество сейчас их прибыло в Баку, ну не сейчас, а некоторое время назад прибыли, какое фамилии командиров полевых, которые были в ИГИЛ, сейчас проживают в Азербайджане. Ну, это этнические азербайджанцы, это не, скажем так, что это не граждане Сирии, это азербайджанцы, которые там воевали. Итак, что необходимо нам сейчас вот отметить? Да, кстати, что касается азербайджанских подразделений под названием
Абу Факима, да, у меня записано Джимаат, значит, и Абу Хамза, в том числе эти командиры, особенно Абу Факима, воевали в Сирии на стороне Джулиани, и часть людей воевала изначально на стороне ИГИЛ. Потом их перебросили туда. Это, кстати, к нам отношения не имеет. Это вопрос вашей безопасности в Азербайджане. Мы знаем количество людей, которые воевало, что они представляли, как представляли и так далее. Вот поэтому, когда я говорю, что Иран повел себя в 2020 году неправильно, а потом иранские дипломаты говорили мне о том, что и военные, что они об этом сожалеют, да, действительно, они совершили большую ошибку, что это так произошло, и что они были неправы, и сейчас они об этом очень сильно жалеют. Да, Иран совершил такую ошибку, но это не означает, что мы должны сейчас злорадствовать поведению Соединенных Штатов. Я призываю всех американцев, армянскую диаспору в Америке, обратиться к своим конгрессменам, сенаторам. И имейте в виду, что война в Иране напрямую отразится на армянском государстве. С таким неграмотным и недееспособным правительством, как вот эти ребятки. Итак, я получил огромное количество писем о поведении России, что происходит, почему они молчат, там, соболезнования. Послушайте, вы знаете, что сегодня вся российская пропаганда боится даже сказать о том, что это убийство Хомейни, верховного лидера Ирана, а не его смерть. Смерть – это болезни, это смерть в результате возраста, да? Это смерть какие-то там случайные, там еще что. Это возрастные процессы, которые происходят у человека. Это смерть. А убийство – это убийство. И российская официальная пропаганда боится называть это смертью. Смерть убийством. Москва сжимается. Москва уходит. Я говорю, в связи с тем, что происходит и произошло в Иране. Где находятся Соединенные Штаты? Где Соединенные Штаты? И где Россия? Под носом у русских бьют по их жизненно важным интересам. Фактически идет раздрабливание евразийского пространства. Эти в Кремле страусы голову засунули в песок, высказывают озабоченность и высказывают соболезнования. На их глазах, в их важных жизненных зонах интересов бьют. Я вам хочу сказать так. Вот сегодня что мы констатируем в связи с процессами? Я уже давно это констатировал. Еще до 2020 года. Но вам сейчас констатирую уже окончательно. Наступила смерть пациента после начала войны в Иране. Российская политика больше не существует как держава, которая влияет на международные процессы в какой-либо точке земного шара, даже в Армении. Нигде. Российская внешняя политика умерла вместе с началом войны в Исламской Республике Иран. Эти стратегии кремлевские затеяли эту войну в 2020 году вместе с турками, пакистанцами, арабскими террористами, с Азербайджаном против Республики Армения, планируя войну в Украине, в надежде на то, что быстро закончат, а здесь надо им пробивать этот коридор, чтобы могли обходить санкции в Турцию, идти. Не просчитали, что в Украине завязнут и что Украина даст очень мощный, серьезный отпор, они там завязнут. Как всегда, просчитались, а просчитались благодаря своему высокомерию, что они такие крутые планировщики, стратеги. Видим эту обосранную стратегию, которая свою страну окунула по самое не хочу, в унитаз, по самое не хочу. Народ нищает, народ стонет, народу уже не дают. Этот русский народ бедный убивают, ему даже уже не дают масленицу делать. Их арестовывают во время русского национального праздника Масленица. Кто-то мог такое себе когда-нибудь мог представить, что русский человек не сможет делать масленицу, и его эти самые внутренние СС будет мочить своего же русского человека за то, что он блины жарит, делает, там, устраивает праздник. Поэтому я говорю, операция по уничтожению своего собственного государства финансовая и политическая элита России запустила много-много-много лет назад. Сейчас в связи с тем, что происходит в Иране, и их молчаливая позиция,
окончательно ставит крест на России как на государстве, которое может влиять на международные мировые процессы. Эту тему закройте. Российской Федерации больше во внешней политике не существует. Эти лузеры, выходцы из Советского Союза, которые просрали Советский Союз, сейчас просирают свою собственную страну. И кто теперь в какой-либо точке земного шара, географии, будет подписывать с Россией хотя бы один стратегический договор и поверить, что Россия кому-либо придет на помощь. Никогда и никто больше в это не поверит, и никогда и никто это никогда не подпишет. Потому что доверие к Кремлю ноль. Может только полоумный человек поверить, что Россия в состоянии что-либо и с кем-либо подписывать и выполнять. Забудьте. Можно поставить огромный венок и там написать: соболезную от друзей, товарищей, партнеров, злопыхателей, врагов, недругов, от всех этот венок можно написать: до свидания, внешняя политика России. Я вот вам говорил, что в 90-м году Мадлен Олбрайт, выступая в Академии морской пехоты в Калифорнии, заявила: наша задача в будущем сделать все, чтобы русская политика не выходила за рамки своих границ. Они это сделали, но сделали с помощью самих же людей из политической и финансовой элиты России. Они боятся сегодня даже назвать убийство убийством, а называют это смертью Хомени, потому что обосрались с ног до головы, ничего от них не зависит. Знаете, раньше вот я говорил про свою собственную страну, что Армения самое независимое государство, потому что от нее ничего не зависит. Сейчас я говорю про Москву. Россия самое независимое государство, потому что от нее уже вообще ничего не зависит. То, что позиция России в отношении Венесуэлы, в отношении Сирии, в отношении Армении, а сейчас мы видим в отношении и Ирана, с кем у них стратегические соглашения, партнерство, взаимопомощь, это пятое, все это фуфло туфта. Россия сжимается, она не сжимается и сама, а ее сжимают искусственно при содействии и самопоеданием самой себя. Своей коррупционной системой влезли в эту войну, втянули в войну. Высокомерие. Вот производят только величие. Кроме величия больше ничего не производят. Все. Вот на этом все. Я говорю, внешней политики в России нету. Возможно, появится у них царь новый в виде Петра, Екатерины, Александра, там, не знаю, князя Владимира, не я, возможно. Значит, шутка. Или, будем говорить, я не знаю, там, ну, кто еще там у них может быть, там, Петр Первый, ну, там, Сталин, ну, не знаю, вот такого уровня, сейчас у них такого уровня людей нету. Вот смотрите, у них коррупция как была. Мне звонил на днях один мой товарищ, его пригласили на этот технологический форум, где там должен был в первый день выступать Путин. Приглашение бесплатное всем. Но очень хитрая схема, он говорит. Но чтобы пойти на встречу с Путиным, надо было пойти и заплатить на тест, ПЦР, что у тебя коронавируса нету. Я говорю, и, наверное, адрес у всех один и тот же. Да, говорит, да, одна точка, куда это несколько тысяч человек должны были пойти, пройти там тест стоимостью 3000 рублей. То есть приглашение бесплатное, а вот в эту точку надо пойти было заплатить, получить документ, что у тебя ПЦР нету там, да, это самое. Коронавируса у тебя нету, и прийти, смотрите, какая коррупция работает на уровне аппарата президента. Загнали несколько тысяч человек, которых бесплатно пригласили, но они, каждый из них обязан был заплатить 3000 рублей, чтобы пойти послушать, что 22 года Путин им рассказывает одни и те же сказки. Сегодня окончательно с их поведением в этом регионе, где они говорят, мы здесь рулим, хрен там, больше вы здесь ничего не рулите. Нигде не рулите. Уже нигде. Сказали осаду защитим, мы сюда пришли надолго. Армянам в Арцахе сказали защитим, пришли надолго. Берите пример с турок. У вас так столько высокомерия там, чтобы русские бабы на турок замуж не выходили. А за кого выходить? За таких, как вы, которые боятся всего? Вот сейчас они кричат в Госдуме, что русские бабы дуры, потому что выходят замуж за турок, насмотревшись турецких сериалов. Так вы сами этими тупыми, бездарными сериалами, Константин Эрнст покупает эти тупые, дешевые сериалы, из народа делает просто сумасшедшее быдло, которые бабы, насмотревшись сериалы, бегут в Турцию, чтобы выйти замуж за турка.
Вот. А сейчас потом с Госдумы кричите, что замуж за турка дуры не выходите. Сами свой народ взращиваете, показываете идиотские сериалы, потом говорите, зачем вы ходите замуж за турок. Короче, аляулю. Вот полное аляулю. Вот я и говорю, вот эти 3000 или там несколько тысяч человек загнали в один медицинский центр, чтобы там в одной точке заплатили. Теперь вопрос, сколько пошло откатов в обратную сторону? За то, что вы выбрали один этот центр. Кого вы там обогатили? Сейчас, если начнем копать, это чей-то родственник, друг, брат, жена, любовница, сват, зять, херогаз, там, противогаз, какой-нибудь родственник какого-нибудь чиновника из аппарата президента. Бесплатное приглашение, которое стоит 3000 рублей, чтобы пойти в одной точке сдать, в одной и той же точке, сдать тест ПЦР. Вот эта страна чего может добиться в мире? Чего она может добиться, когда она свой собственный народ гнобит, который блины уже не может выйти на улицу сделать. А вот делать намазы во всей России, 250 тысяч человек там в Москве или в Петербурге выйти, жарить плов, барашку, это все, пожалуйста, никаких проблем. Я говорю, русского человека утилизирует сам русский человек в Кремле. Запущен механизм по убийству. Отовсюду выгнали. Асада кричали, мы не можем быть больше сирийцами, чем сами сирийцы. Мы не можем быть венесуэльцы больше, чем венесуэльцы. Мы не можем быть сейчас армяне, чем больше армяне. Мы не можем быть, сейчас скажут, иранцами, чем сами иранцы. Теперь Кубе дали. Сказали, мы с вами, мы вас защитим. Все. Это означает, Куба, до свидания, скоро и вас сожрут. Там, где дают гарантии, бегите оттуда. Москва ни одной своей гарантии не выполнила. У нас с Арменией было не только вот это заявление 10 ноября по Арцаху. У нас 92-й год, 94-й год, 97-й год, ОДКБ, ЕАЭС. Все это туфта. В это верить нельзя. Поэтому вот мои российские друзья, там есть там и дипломаты есть, не обижайтесь. Но кто такие вы, в смысле я имею в виду, во что вы превратили свое собственное государство благодаря программам Соловьева, все знаете. Вы воспроизводите на пропагандистских каналах только величие, и больше страна ничего не производит. Все, кроме величия, ничего не производите. Под вашим носом Америка за больше 10 тысяч километров находится отсюда. Вы находитесь в 2 днях пути по Каспию от Ирана. Американцы там пришли и делают, что хотят. У вас под носом. А вы встали на колени, согнулись и не знаете, как вам дышать. Такого позора Россия, наверное, никогда еще не испытывала. Это ладно, хрен с ними. Но просто это отразится на всех. И прежде всего, я говорю, прощай внешняя политика Российской Федерации. Никаких гарантий вы больше никому давать не можете. Поэтому хочу сказать, что касается наших этих, ни планирования, ни подготовки, ни МЧС, ни МВД, ничего не делается. Хотя потоки беженцев все призывают выходить через нас. Россия призывает выходить через нас. А почему через нас, а не через Каспийское море в Анзали? Пришлите с Астрахани паром. У вас что, парома даже нету? У Российской Федерации даже нету туристического парома на Каспии. Пришлите паром, пусть ваши приезжают вон. В Анзали, в Реж, там спокойно, там нет обстрелов. Посадите их на Каспийское море, привезите в Астрахань. Чего вы через Армению заставляете бежать? Китай через Армению. По сути, через Армению опасно идти. У нас правительство пирожки с кукурузой ест, вместо того, чтобы государственными вопросами заниматься. Как чего давайте через Армению? Скринали через Армению. Армения что здесь, проходной двор, что ли? Чем Армении помогли в 2020 году все? Ой. Через Армению ехать. Я россиянам говорю, самый короткий путь у вас, езжайте в Анзали, Решт, Амирабад, Новошехер, Ферадун-Кинар. Езжайте, там порты есть, пусть ваше правительство пришлет вам за вас паромы, корабли. Вы там сядете и поедете в Астрахань, поплывете. Они деньги не хотят тратить на вас. Они говорят, сами добирайтесь до Армении, сами нанимайте отели, потом сами из Армении вылетайте. Вот ваше государство, как оно о вас думает. Нахрен вы, русские люди, там не упали своему государству. Вместо того, чтобы корабли прислать на север Ирана и объявить всем русским, добирайтесь до Анзали, Реж, там вот до севера Ирана, Каспийского моря. В таких-то городах
в этом самом, в Реште есть консул Российской Федерации. Пусть он там вас встречает, размещает, платит денежку в отелях. Господи, во что вы свою страну превратили? Стыд и срам. Просто стыд и срам. Итак, ладно, мои дорогие армяне, в Америке, в Европе, поднимайте свой голос, необходимо войну в Иране остановить. А все, кто желает войну в Иране, дай Бог, чтобы на вашу голову война упала в 15 раз больше. Если вы желаете смерти иранским гражданам, иранским детям, чтобы ваших детей погибло в 15 раз больше. Вы пока на своей шкуре сидите дома, на диванах, на жопе ровно и желаете смерти чужому государству, которое вообще к вам ничего не сделало. Ничего. Иран никогда первым по Израилю не ударял. Нетаньяху, сумасшедший с 90-х годов, кричит: до обогащения, до создания атомной бомбы осталось 2 недели. Смотрите, 28 лет Израиль кричит, как сумасшедший: 2 недели осталось, месяц осталось, 3 дня осталось, 5 дней осталось, 6 дней осталось. Послушайте, 28 лет Иран делает бомбу, никак не сделает, да? Вы же с этим шизофреником Трампом в прошлый раз заявили, что уже все, нету никакого урана, никаких заводов, вы там с израильтянами все уничтожили, и ваши героические военно-воздушные силы и военно-морской флот Иран сравнял с землей, с лица земли, все их заводы, фабрики, больше там ничего нету, они никогда не восстановятся, никогда больше ничего не воспроизведут. Да, и что вдруг стало? Что это вдруг стало? Как это опять Иран воспроизводит? Туфтагоны, пустобрюхие, несете, что попало, идиоты, шизофреники. Я еще раз говорю, это кровь детей. Это кровь детей. Бесследно не пройдет. Иран, в отличие от вас всех, американцы, это цивилизация, вам чуть больше 200 лет. Когда Иран был цивилизацией, они дали Низами, Физули, многих, кого они дали великому миру, начиная с царя Дария. И вы приезжайте просто в Иран, посмотрите на эту цивилизацию. Вы еще даже не были никем, даже вы еще не были европейцами. Не было никого, ни британцев не было, ни американцев тем более не было. Вы сидели еще на деревьях, у вас вместо хвостов, вместо копчиков хвосты были. И вы сейчас хотите, говорите, выходите на улицы, смещайте власть. Послушайте, если вы имеете право, господин Трамп, призывать сместить какую-то власть, вы открываете ящик Пандоры. Если вы решили, что вам можно убивать государственных и общественных деятелей какого-либо государства, похищать, то все то же самое можно проделать и с вами, и с Нетаньяху. Соответственно, вы становитесь законной целью для иранской разведки. Вы все, и вы, и Нетаньяху. Они могут делать с вами все, что захотят. Тем более, и могут делать то же самое с вами на вашей территории. Иран может эту войну перенести в любых формах и в любых методах на вашу территорию. Европейцам хочу сказать, не вздумайте влазить в эту войну. Потому что Иран может перенести эту войну на вашу территорию. Не ракетами, так актами. Европа, сидите на жопе ровно, занимайтесь своими европейскими делами. Останавливайте шизофреников в Америке. Им мало было напиться крови на острове Эпштейна. Они теперь решили кровь пить дистанционно. Целой огромной страны, которые представляют мировую цивилизацию. Я хочу сказать, наши сердца с иранским народом, с иранскими детьми, с их родными и близкими, которые погибли. Мы соболезнуем всем, чьи дети погибли в результате действий шизофреников и военных преступников Нетаньяху и Трампа. Мы также соболезнуем родным и близким в Израиле, чьи дети погибли. Останавливайте своего шизофреника и в Израиле, и в Америке. И это не последние жертвы. Вы будете бить по Ирану, и насколько мы знаем, у них есть оружие совершенно сейчас другого вида. Это будут не сотни убитых, это будут десятки тысяч убитых. Останавливайте своих президентов. На этом все. Удачи и всего доброго.